Вы стоите на кухне, наполняя миску своей кошки, и в этот момент кажется, что все в порядке. Она мурлычет, трется о ваши ноги, и вы чувствуете себя идеальным хозяином. Но правда, скрытая за этой идиллией, может вас шокировать. Прямо сейчас, пока ваша кошка ест, на ее зубах идет тихая война, которую вы, скорее всего, проигрываете. Большинство владельцев кошек никогда не заглядывают своим питомцам в рот, пока не станет слишком поздно, и многие из нас каждый день совершают ошибки, которые только ускоряют разрушение их зубов. Ваша кошка– мастер маскировки боли. В ее диком прошлом показать слабость или боль означало стать мишенью для хищника, поэтому сегодня она будет скрывать гниющий зуб или воспаленную десну до последнего момента. Но что, если я скажу вам, что существует нечто, что вы можете добавить в ее миску уже сегодня вечером, чтобы остановить этот процесс? Это не требует борьбы с зубной щеткой и не стоит целого состояния. Сегодня мы разберем секретные добавки, которые заставят налет и камень исчезнуть, и одну горькую правду, которую производители чудо-порошков никогда вам не скажут. Часть 1. Эликсир из прошлого, костный бульон. Начнем с того, что ветеринары называют кухонным целителем. Вы, вероятно, слышали о пользе костного бульона для людей, но для вашей кошки это не просто еда. Это стратегический инструмент доставки. Здоровье. Сам по себе бульон не чистит налет, но он превращает любое другое средство из нашего списка в то, что ваша кошка будет поглощать с жадностью. Привередливая кошка, которая воротит нос от полезного порошка, вылежит миску дочисто, если он пахнет домашним бульоном. Однако здесь есть критически важная деталь, от которой зависит жизнь вашего питомца. Бульон должен быть только домашним. Магазинные продукты напичканы солью, луком и чесноком. Лук и чеснок токсичны для кошек даже в малых дозах, они гораздо опаснее для них, чем для собак. Как это сделать правильно? Просто поварите мясные кости в воде, процедите и остудите. Добавляйте 1–2 столовые ложки теплого бульона прямо в еду или подавайте отдельно. Это тот самый подсластитель, который заставит лекарство работать, но без капли сахара. Часть 2. Природная зубная щетка. Сырые мясные кости. Задолго до появления сухих кормов кошки сохраняли свои зубы идеально чистыми, разрывая плоть и кости добычи. Этот процесс создает естественное механическое трение, которое буквально соскабливает налет с задних зубов именно там, где чаще всего прячется зубной камень. Это метод, который разделяет ветеринаров на два лагеря, поэтому слушайте внимательно. Кость должна быть только сырой. Никогда не давайте кошке вареные кости, они становятся хрупкими, расщепляются на острые осколки и могут проткнуть внутренние органы. Идеальный размер– это сырая куриная шея или кончик крылышка. Кошка должна именно грызть и тянуть мясо, создавая эффект чистки. Но помните, это не повседневная еда, а процедура. 1–2 раз в неделю более чем достаточно. Всегда следите за процессом и обязательно проконсультируйтесь со своим ветеринаром, особенно если у кошки уже есть проблемы с зубами или желудком. Часть 3. Секретный ингредиент– ферментативная добавка в воду. А теперь мы подошли к тому, о чем на самом деле говорит название этого видео. Существует добавка, которую вы просто наливаете в воду, и она работает, пока вы не делаете абсолютно ничего. Это спасение для тех, чья кошка превращается в разъяренного тигра при виде зубной щетки. Специальные ферментативные добавки в воду не имеют вкуса и запаха. Попадая в рот кошки при каждом глотке, они высвобождают ферменты, которые расщепляют налет в течение всего дня. Это самый ленивый и эффективный способ профилактики. Но будьте осторожны. Полки магазинов забиты бесполезными пустышками. Ищите на упаковке знак ВОАХЦ– Ветеринарный совет по стоматологическому здоровью. Этот символ означает, что продукт прошел реальные научные испытания, а не просто снабжен красивой этикеткой. Обновляйте воду ежедневно, добавляя точную дозировку, и держите миску в идеальной чистоте. Последовательность здесь важнее всего. Часть 4. Полезные лакомства. Не просто перекус.
Вы можете превратить стоматологическую процедуру в момент радости для вашей кошки. Качественные стоматологические лакомства имеют особую пористую текстуру или ребристую форму, которая не рассыпается мгновенно, а заставляет зуб погружаться внутрь, счищая налет. Многие из них также содержат ферменты, которые продолжают работать даже после того, как кошка проглотила кусочек. Однако здесь есть две ловушки. Во-первых, снова ищите знак ВОАХЦ, чтобы не купить обычные сухарики. Во-вторых, помните о калориях. Кошки быстро набирают вес, поэтому если вы даете лакомство, уменьшите основную порцию еды, чтобы сохранить баланс. Лучшее время для такого десерта сразу после основного приема пищи, когда налет только начинает формироваться. Часть 5. 10. Секундное протирание, сила прикосновения. Вам не всегда нужна щетка, чтобы победить налет. Если вы уже гладите свою кошку, вы можете незаметно для нее провести чистку. Оберните палец кусочком влажной марли или используйте специальные стоматологические салфетки для кошек. Всего 10 секунд протирания вдоль линии десен там, где зуб встречается с десной, могут спасти зубы вашего питомца. Именно здесь зубной камень закрепляется в первую очередь, и именно сюда добавкам в воду сложнее всего добраться. Если вы будете делать это во время ласки, кошка воспримет это как проявление нежности, а не как повинность. Начните с передних зубов и постепенно, день за днем, продвигайтесь назад. 10 секунд в день – это гораздо лучше, чем один ужасающий визит к врачу в год. Часть 6. Невидимая война. Оральные пробиотики. Рот вашей кошки – это целая экосистема бактерий. Когда плохие бактерии побеждают, налет образуется с невероятной скоростью. Оральные пробиотики – это подкрепление, которое вы отправляете в эту невидимую битву. Они заселяют ротовую полость полезными бактериями, которые вытесняют вредных сородичей. Забудьте про кефир и йогурт, о которых пишут в интернете. Большинство кошек не переносят лактозу, и молочные продукты вызовут у них только расстройство желудка. Используйте специальные пробиотики для кошек. Обычно это безвкусный порошок, который вы просто посыпаете сверху на влажный корм. Это работа на долгосрочную перспективу. Результаты вы увидите через недели, а не через минуты, поэтому наберитесь терпения. Часть 7. Еда как инструмент диета для зубов. Иногда решение прячется на самом видном месте в самой еде, которую ваша кошка ест каждый день. Большинство обычных сухих кормов раскалываются в ту же секунду, как зуб их касается, и не приносят никакой пользы зубам. Настоящая стоматологическая диета устроена иначе. Гранулы такого корма крупнее и имеют волокнистую структуру. Вместо того, чтобы рассыпаться, они позволяют зубу глубоко погрузиться в гранулу, счищая налет по пути. Это практически съедобная зубная щетка. Опять же, ищите знак VOHC на упаковке. Переходите на такой корм медленно, в течение 1-2 недель, так как у кошек чувствительный желудок, и они ненавидят внезапные перемены. Часть 8. Золотой стандарт – чистка щеткой. Давайте будем честными. Ничто из этого списка не сравнится по эффективности с настоящей чисткой зубов. И хотя почти никто из владельцев этого не делает, это вполне реально. Используйте мягкую щетку и только специальную пасту для кошек. Человеческая паста содержит фтор и ксилит, которые смертельно ядовиты для кошек. Кошачьи пасты имеют вкус курицы или рыбы, поэтому питомцы воспринимают их скорее как лакомство. Секрет успеха в медлительности. На первой неделе просто дайте кошке слизать пасту с пальца. На второй коснитесь щеткой одного зуба. Если вы попытаетесь сделать все сразу, вы потеряете ее доверие на месяцы. Цель чистка раз в день, но даже 3 раза в неделю – это уже победа. Часть 9. Живая вода, питьевой фонтанчик. Салива, слюна – это естественный ополаскиватель вашей кошки, который смывает бактерии весь день. Обезвоженная кошка вырабатывает меньше слюны, и налет на ее зубах застывает быстрее. Проблема в том, что кошки инстинктивно не доверяют стоячей воде в миске. Проточный фонтанчик запускает их древний инстинкт поиска безопасной воды, заставляя их пить гораздо чаще.
Это не только промывает пасть, но и защищает их почки. Не забывайте промывать фонтан и менять воду каждые пару дней, грязный фонтан приносит. Больше вреда, чем его отсутствие. Часть 10. Ледяное лакомство. Замороженные кубики бульона. Вы можете превратить тот самый домашний костный бульон в отличную игрушку. Заморозьте его в формочках для льда и предложите кошке в жаркий день. Медленное вылизывание и покусывание холодного кубика заставляет язык и зубы работать. Вдоль линии десен, а холод успокаивает возможные воспаления. И снова напомню, никакого магазинного бульона с солью или луком, только домашний вариант. Часть 11. Момент истины, когда домашние средства бессильны. А теперь та самая жесткая правда, которую вы заслуживаете знать. Все, о чем мы говорили до сих пор, эффективно удаляет и замедляет образование налета мягкого, липкого слоя. Но если налет остается на зубах достаточно долго, он минерализуется и превращается в зубной камень. Это желто-коричневый цемент, намертво прилипший к зубу. И вот шокирующая истина. Ни один порошок, добавка в воду или бульон в мире не растворяют уже затвердевший зубной камень. Любой, кто обещает вам обратное, преувеличивает. Если у вашей кошки уже есть толстый слой коричневого налета, красные десны или резкий неприятный запах изо рта, ей нужна профессиональная очистка у ветеринара под анестезией. Домашние методы — это защита, которая нужна после того, как врач приведет рот в порядок, а не вместо нее. Анестезия пугает многих, но при правильной подготовке это рутинная и безопасная процедура, которая гораздо гуманнее, чем позволять инфекции во рту годами отравлять сердце и почки вашей кошки. Часть 12. Как заметить беду вовремя? Кошки мастера скрывать боль, но если вы будете внимательны, вы заметите тихие сигналы. Запах изо рта стал хуже. Кошка роняет еду во время еды или жует только на одной стороне. Она чешет морду лапой или отстраняется, когда вы касаетесь ее щеки. Розоватый оттенок воды в миске или на игрушках – признак кровоточивости десен. Не ждите, что это пройдет само. Инфекция в пасти медленно разрушает весь организм. Раз в неделю, во время ласки, просто приподнимите губу своей кошки на 5 секунд и посмотрите на ее зубы. Этого времени достаточно, чтобы заметить проблему на ранней стадии и избежать сложной операции. Ваш план на сегодня? Я не хочу, чтобы вы пытались внедрить все это сразу. Это слишком большой стресс и для вас, и для кошки. Выберите всего 2 вещи. Одну еду и один способ. Например, одна еда. Добавьте столовую ложку домашнего костного бульона в ужин. 2. Один способ. Добавьте ферментативную добавку со знаком ВОХ в ее воду. Или 1. Одна еда. Дайте ей сырую куриную шею под вашим присмотром. 2. Один способ. Сделайте 10. Секундное протирание зубов марлей, пока она мурлычет у вас на коленях. Начните сегодня вечером. Не делайте из этого разовую акцию, превратите это в маленькую привычку. Чистые зубы не случаются за один день. Они становятся результатом ежедневной заботы. Берегите этот маленький рот, ведь ваша кошка скрывает там гораздо больше, чем вы думаете. Напишите в комментариях, какую комбинацию «одна еда плюс один способ» вы выбрали для старта сегодня. Я читаю каждый комментарий. Помните, вы для нее целый мир, и ее здоровье начинается с вашего выбора прямо сейчас.